Представляю вашему вниманию мою новую шаль, которая вяжется спицами. Назвала ее «На неведомых дорожках». Долго думала, какое придумать название. И вот из-за цвета камелопард, вот этого желто-коричневого, назвала именно так. Вяжется очень просто. Вязать можно из любой пряжи, даже из остатков. У меня ушло 160 граммов, но это еще из-за того, что одна из пряж буклированная, так, может быть, даже и меньше ушло бы. Так что расход, я считаю, тоже небольшой. Параметры шали на экране. А дальше смотрите небольшой рассказ о том, как вязать. Шаль я вязала из двух видов пряжи. Мне интересно было соединить две разные по фактуре, по цвету пряжи. Это вот классический твид, тоненький твид, как вы видите, всего лишь 800 метров на 100 граммов. Я вязала в две нитки, мягонький, он и на бобине достаточно мягкий, а после стирки стал, конечно, еще мягче. Он такой вот красивый. Цвет камелопард. И вторая ниточка. Это буклированная такая вот красивая ниточка с люрексом. Вот меня спрашивали как-то про люрекс, как такое носить, как вязать. Он жесткий. Вот абсолютно не жесткий, он не ощущается в руках. Достаточно мягкий. Пряжа в составе тоже такие неплохой состав. Я постараюсь найти, что это за пряжа. Уже немножко подзабыла. Но потом на экране, возможно, будет. И спицы у меня дешевые, из фикс-прайса, 4,5 миллиметра. Такие вот наборы, кстати, продают на Алиэкспресс. И вполне нормально я связала шаль на этих спицах. Очень нравится мне вязать бамбуком. И видите, они такие в меру остренькие, гладенькие, очень хорошо обработанные. Вязать было удобно. Я хочу показать, как вяжется эта шаль. Тут легче показать вот уже на готовом. Начинаем вязать вот с этого верхнего, получается, что края. Вот так вяжем мы ее сверху вниз. Я набрала 242 петли, хотя количество может быть и другим. Пока вязала, я поняла, что количество петель можно совершенно набирать произвольное. Можно связать образец и посмотреть, на какую вот эту вот ширину верхней кромки края мы хотим выйти, и столько набрать петель. Итак, набрали петли любым способом. Я набирала крючком, чтобы хвостика большого не осталось. Можно другим. Я несколько способов показывала, как набирать петли. И первый ряд я провязала изнаночными петлями. Первый ряд у меня был изнаночный. И все изнаночные ряды будут вязаться так же, как вот я сейчас расскажу. Я вязала изнаночный ряд и не довязала до последних 3 петель. Вот, видите? Здесь у меня узкий край. Я постоянно не довязывала по 3 петли. Вот в первом изнаночном не довязала 3 петли, сюда поставила маркер. Желательно ставить маркер, чтобы не запутаться. Поворачиваем. Как провязывать петли на повороте, я покажу дальше. И вяжу дальше лицевыми петлями. Лицевые ряды вяжутся тоже все одинаково. Я вяжу всегда до конца ряда, но дело в том, что в конце ряда, в конце лицевого ряда, видите, этот край тоже у меня узкий. Я последние 2 петли провязываю вместе.
и провязываю очень слабо, потому что это у меня будет потом кромка, чтобы она не была стянута. Набирать петли нужно слабо, чтобы тут тоже край был не стянут. И вот эту вот кромку, 2 петли лицевой, провязывать тоже очень слабо. Вот видите, вот эти вот петли, они провязаны рыхло, длинные такие. И 2 петли у меня. Всегда провязываю 2 петли в конце лицевых рядов. Итак, в конце изнаночных я не довязываю 3 петли и сдвигаю маркер. Я, вот смотрите, довязала до маркера, у меня, допустим, здесь стоит маркер. Я довязала до маркера, повернула работу, сняла маркер, провязала 3 петли, и тогда уже снова поставила маркер. И в следующий раз я опять снова довязываю до маркера. Довяжу до маркера, сниму, и в обратном ряду, когда провяжу 3 петли, я снова ставлю маркер. И таким образом мы постоянно сдвигаемся вот по этой, так, вот по этой вот кромке. Я так довязала до тех пор, пока у меня маркер, вот как трудно здесь показывать, кстати. Просто вы вяжите, как я вам рассказываю, и я надеюсь, что будет понятно. Вот так она у меня в таком положении. И вот я вязала до тех пор, этот край у меня же постоянно я закрываю по 2 петли, он у меня, количество петель за счет этого сокращается. А здесь я сдвигаю маркер. То есть ряды у меня получаются тоже короче. Мы довяжем до того места, когда у нас не останется петель. С этой стороны я сокращаю, маркер движется, и вот они встретятся, маркер и вот этот вот скос. У меня петель не останется. После этого я провяжу весь ряд изнаночными. Он у меня ряд непростой, потому что там на протяжении всего ряда будут сдвоенные петли. Вот этот ряд у меня получается. Вот здесь вот у меня встретились маркер и вот этот вот скос. Это у меня изнанка. Вот видите? Здесь вот двигался маркер, а здесь вот я провязывала по 2 петли. И после этого я провязываю вот этот ряд изнаночными. Но так как я уже начала говорить, что у меня были сдвоенные петли, я их провязываю там, где сдвоенная, провязываю как одну, чтобы у меня лишние петли не добавились. И вот до конца ряда я таким образом вяжу. Сейчас я покажу вам весь этот ряд. Вот, вязала, дальше. Вот он идет. Видите, здесь вот коричневая нить. Я все это провязывала по изнанке. Здесь вот видно, что сдвоенные петли. И вот довязала до конца ряда. Видите, все идет коричневой пряжей. Довязала до конца ряда и снова начала вязать в том же порядке. Как ни странно, все точно так же. Итак, вот это у меня опять. Здесь вот шел маркер, а в конце лицевого ряда, сейчас я покажу, у меня снова шел скос. Он у меня продолжался. Снова по 2 петли. Вот здесь на такой пряже не очень видно, но здесь тоже у меня крайние 2 петли провязаны вместе. И опять я вязала до тех пор, пока у меня маркер не встретился с тем, что здесь дальше у меня петель не осталось. Маркер сдвигала, и у меня здесь петель больше не осталось. И после этого я провязала один ряд изнаночными снова закрыла все вот эти вот петли, провязала
сдвоенные. И в следующем ряду можно толстой спицей, более толстой, чем вы вязали, а можно крючком. Я взяла тоже толстый крючок, я закрыла петли, и шаль готова. При блокировке я ее прихватывала только в 3 местах, вот в этих кончиках. Цвет пряжи я меняла произвольно, как мне понравится. Пряжу тоже можно выбирать любую, какая вам понравится. Мне очень понравилось вот это вот сочетание. Очень получилось необычно. Как-то я больше привыкла к однотонным, голубым каким-то таким шалям. А здесь вот то, что она вот коричневая, точнее камелопард. Цвет вот этот называется. Очень необычно. Вот так я вязала. Итак, коротко повторю. Набираем петли и вяжем. В изнаночных рядах не довязываем каждый раз по 3 петли. В лицевых рядах 2 последние петли провязываем вместе. Когда у нас петли закончатся, я провязала изнаночный ряд полностью. И на всех этих петлях, которые остались, я начала вязать точно так же. В изнаночных рядах каждый раз не довязывая по 3 петли в конце ряда, а в лицевых рядах в конце ряда последние 2 петли провязывала вместе. Я хочу показать, как я вязала эту шаль. Вот что у меня на данный момент связано. Я не стала показывать там ряды, потому что было бы, я думаю, непонятно. Все началось с того, что я набрала 242 петли на спице. Можно любым способом. Набрала сразу вот этой рабочей ниткой. Я вяжу ее двухцветной. И вот такой у меня был длинный ряд. Сейчас я покажу. Вот 242 петли. Немножко закручивается. И вот я первый ряд провязала изнаночными петлями. И в первом же ряду не довязала до конца 3 петли. Повернула работу, провязала следующие 3 петли и поставила маркер. Ну, дальше видно будет, как я это делаю. Чтобы в следующий раз не довязать до этих 3 петель. Каждый раз я буду сдвигаться на 3 петли. Вот здесь вот видите, такой уголок идет по косой, потому что я каждый раз не довязываю по 3 петли. Это укороченные ряды. Повернула работу и начала вязать лицевыми петлями. Так, сейчас я покажу. Вот этот маркер у меня вот уже где. Вот этот голубой маркер, он сдвигался. И вот уже на таком расстоянии от края получился. Когда я вяжу изнаночный ряд, я вяжу просто изнаночными петлями. Так. Бамбуковые спицы очень удобно вязать. Я сейчас довяжу до маркера. Буквально все петли. Так. Снимаю маркер. Поворачиваю работу. Провяжу 3 петли. Вернее, сначала я должна выполнить вот эту вот поворотную петлю. Можно разными способами. Можно сделать вот такой накид, просто как бы обернуть спицу и вязать. И когда будем провязывать вот этот ряд до конца, то этот накид я буду вязать со следующей петлей. А можно по-другому. Я, кстати, выполняю вот этот второй вариант.
я снимаю первую петлю и нитку затягиваю вперед ее так вот. Видите? Эта петля получилась двойной. Когда я буду провязывать опять же вот все петли, я их провяжу за один прием. Они будут как одна петля, и таким образом тоже не будет здесь дырочки. Дальше 1, 2, 3 петли я провязываю лицевыми, ставлю маркер, и в следующем лицевом ряду я тоже буду, вернее, в изнаночном ряду я довяжу тоже до этого маркера и поступлю точно так же, как вязала сейчас. Как вяжутся изнаночные ряды, я показала, всегда одинаково, не довязываться каждый раз на 3 петли, все меньше и меньше, а лицевые ряды довязываются до конца ряда, но последние 2 петли я провяжу за один прием, то есть сокращу на 1 петлю. Я вяжу здесь слабо, это край шали, чтобы он был такой более-менее рыхлый и не затянутый, его даже можно было еще посвободнее. И вот, хочу показать. Сначала, опять же, с первых рядов у меня было вот так, я довязывала здесь вот, и видите, оно все становится, ряды короче вот за счет этого края. Потому что здесь вот каждый раз в конце лицевого ряда я последние 2 петли провязываю вместе. Я думаю, видно, что вот это идет угол. Итак, я вяжу вот от начала до конца абсолютно одинаково. В изнаночном ряду не довязываю каждый раз по 3 петли и сдвигаю маркер, а в лицевом ряду провязываю по 2 последние петли вместе. Я вязала до тех пор, пока вот этот маркер голубой не сдвинулся до конца ряда. В лицевом ряду последние 2 петли закрывала, провязывала вместе, а в изнаночных рядах сдвигала по 3 петли, вязала, не довязывала каждый раз. Ну, я показывала, не довязывала каждый раз 3 петли. И у меня таким образом ряд становился все короче. Сейчас я провяжу все петли изнаночными. У меня изнаночный ряд следующий. И я буду вязать, как всегда, изнаночными, но провязывать вот эти вот сдвоенные петли, смотря как вы на повороте вязали или при помощи накидов, или такими вот сдвоенными они у вас были. И вот сдвоенные петли я буду вязать как одну. Или если вязали накиды, то накид вяжем со следующей петлей. Вот эти у меня петли пока одиночные. Так. И дальше вот эта следующая петля, он тоже у меня получился как накид. Я провязываю за один прием. Снова 1, 2, 3. И следующую петлю я провязываю, она у меня такая, видите, сдвоенная. Я провязываю за один прием. И так до конца ряда. Я довязала изнаночный ряд до конца. Сейчас повернула работу. Кстати, отрезала ниточку. И буду вязать сейчас вот этой
красивой буклированной ниточкой. Здесь вот все присоединю, эти хвостики вяжу. Так, начинаю вязать. Первую я провяжу, обычно снимаю, но здесь смена пряжи, поэтому я провяжу 2, 3. Сейчас я снова поставлю маркер, потому что в изнаночных рядах я снова буду не довязывать каждый раз 3 петли. Каждый раз буду сдвигаться на 3. И в конце лицевого ряда, вот этот у меня лицевой, я 2 петли провяжу за один прием. Дело в том, что здесь можно менять нитки, я меняю пряжу, цвет пряжи просто на свое усмотрение, как мне нравится. Вы можете тоже вязать любой пряжей, можно даже больше цветов использовать, можно вязать однотонными и, например, ажур простейший, просто 2 вместе лицевой накид. И так вот вяжу до конца ряда. Итак, я довязываю лицевой ряд до конца, и последние 2 петли я провязываю за один прием. Провязываю рыхло. И я вот с этой стороны, чтобы не так закручивался край, очень слабо провязываю, потому что это такие кромочные в шале, они должны быть свободными. И как обычно поворачиваю работу, первую петлю сниму и буду вязать до последних 3 петель. Обычные изнаночные петли. Я довязала до конца изнаночного ряда, вяжу последние петли и не довяжу 3 петли. У меня стоит маркер, они обозначены. Я снимаю маркер. Так, поворачиваю работу. Сниму первую петлю и затяну ее таким вот движением. Она стала двойной. Провяжу 3 петли, поставлю маркер и буду вязать дальше. Боюсь, что я повторяла то, что уже понятно. Сказать, как вяжется шаль, гораздо сложнее, чем связать. Очень просто она вяжется. Я думаю, вы поймете и с удовольствием свяжете. Это просто не вязание, а отдых. До новых встреч!